Вышедший мяч. Есть два варианта, когда мяч может выйти за пределы поля. Первый вариант. Мяч не находится в руках игрока. Второй вариант. Мяч находится в руках игрока. В первом варианте нужно смотреть на мяч. Мяч объявит вышедшим, когда в процессе игры он коснется боковой линии, линии городов, либо упадет на территорию города или за боковые линии. Во втором варианте нужно смотреть не на мяч, а на игрока. Мяч объявит вышедшим, если игрок с мячом в руках в процессе игры наступит на боковую линию, наступит на линию своего города, заступит за боковую линию, либо упадет с мячом в руках так, что какая-либо часть тела коснется боковой линии или окажется за боковой линией. Вот такое действие, к примеру, не станет поводом для остановки игры, так как мяч еще не коснулся земли, и игрок успел его выкинуть обратно в поле до того, как сам коснулся земли. Боковой розыгрыш и розыгрыш нарушений. Итак, мяч пересек боковую линию и покинул пределы поля. Как его разыграть? Начнем с того, что мяч нужно вернуть на точку, где он боковую линию пересек. От этой точки нужно мысленно прочертить линию, параллельную черте города до противоположной боковой линии. Так устанавливается линия розыгрыша, и она будет служить разграничительным барьером для ватаг. То есть каждой ватаге нужно расположиться на своей стороне поля относительно мяча. Для удобства игроков линию розыгрыша дополнительно обозначают боковые судьи, вытягивая вперед руку с флажком. Пересечь линию розыгрыша можно будет только после свистка судьи. Никаких дополнительных условий разграничения игроков нет. Раньше были коридоры не меньше 1 метра, сейчас этого нет. Игроки обеих ватаг могут стоять максимально близко друг к другу, лишь бы не пересекали линию розыгрыша до свистка судьи. В киле есть правило: запрещено совершать умышленные игровые действия за пределами игрового поля. То есть нельзя выйти за боковую линию и оттуда атаковать игроков, или пробежаться вдоль поля, находясь при этом за боковой линией, или зайти на территорию своего города и оттуда выталкивать игрока. Но в этом правиле есть два исключения, когда игроку разрешается осуществлять игровые действия за пределами поля. Первое – это вводить мяч в игру из-за боковой линии, и второе – вводить мяч в игру с черты своего города. Так что для бокового розыгрыша игрок, разыгрывающий в атаке, подходит к мячу, находясь за боковой линией поля, и может по своему усмотрению до свистка судьи и до того, как поднимет свою руку, сигнализируя судье о своей готовности вводить мяч в игру, отнести мяч по боковой линии на 1 шаг в направлении своего города. При этом линия розыгрыша останется на своем месте. Но в этом действии важны нюансы. Это право, а не обязанность. Игрок может переместить мяч, а может и не перемещать. Второе. Игрок самостоятельно перемещает мяч, не предупреждая судью, но при этом сделать он должен это до того, как поднимет свою руку, объявив о своей готовности, и до свистка судьи. Третье. Боковые судьи контролируют, чтобы мяч был перемещен на расстояние не больше 1 шага. И четвертое. Мяч разрешено переместить только 1 раз, обратно его уже нельзя будет поставить. После свистка судьи всем игрокам разрешается совершать любые игровые действия, в том числе мешать разыгрывающему вводить мяч или отбирать у разыгрывающего мяч.
Если мяч пересек боковую линию ближе, чем 5 метров к городу, то линия розыгрыша относится к метке 5-метровой зоны. При этом право отнести мяч на один шаг по направлению к своему городу сохраняется. Если мяч пересек черту города не в руках игрока, то он вводится с метки 5-метровой зоны. Если игрок с мячом в руках оказывается на территории своего города или наступает на черту своего города, то мяч в таком случае тоже считается вышедшим за пределы поля и разыгрывается соперниками с метки 5-метровой зоны. Розыгрыш нарушений проходит идентично с боковым розыгрышем, только в отличие от бокового розыгрыша мяч ставится на точку, где было зафиксировано нарушение. Через него также проводят линию розыгрыша, параллельную чертам города. Если розыгрыш произошел в 5-метровой зоне, то линия розыгрыша относится к границе 5-метровой зоны. При этом право отнести мяч на один шаг по направлению к своему городу сохраняется.